Всем большой привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня готовлю простую и необыкновенно вкусную выпечку к чаю. В миску кладу 170 грамм сметаны или йогурта. Добавляю 2 столовых ложки растворимого кофе. Хорошо перемешиваю. Приготовь, поделись, подпишись. В чистую миску разбиваю 2 яйца. Добавляю 180 грамм сахара. И хорошо взбиваю яйца с сахаром на высокой скорости миксера примерно 5-7 минут. Взбиваю яйца до такой вот пышной белой пены. И теперь во взбитые яйца добавляю йогурт с кофе. Перемешиваю. Вливаю 100 мл растительного масла, 100 мл молока, всыпаю 10 грамм разрыхлителя. Перемешиваю. Добавляю чайную ложку ванильного экстракта или ванильного сахара и просеиваю 240 грамм муки. Еще раз хорошо перемешиваю. И тесто для кофейного торта готово. Тесто получается примерно вот такой консистенции. Форму для выпечки смазываю маслом, можно сливочным, а можно растительным. Обсыпаю мукой. Излишки муки стряхиваю. Выливаю тесто в форму. Выпекаю бисквит при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут до сухой зубочистки. Готовность проверяю деревянной палочкой, она должна выходить из пирога сухой, без следов теста. Даю бисквиту полностью остыть на решетке и готовлю крем для торта. В миску наливаю 200 мл холодных жирных сливок. Взбиваю сливки на средней скорости миксера. В процессе взбивания добавляю 2-3 столовых ложки сахарной пудры. Добавляю по вкусу. Продолжаю взбивать сливки до такой вот густой консистенции. Распределяю получившийся крем по торту и разравниваю. Осталось только украсить наш торт орешками. У меня фундук, можно взять грецкие и любые другие орехи. Посмотрите, какой красивый торт у нас получился. А его приготовление займет совсем немного времени. Торт мягкий, нежный, очень красивый и очень вкусный. А вам понравился торт? Напишите в комментариях и обязательно приготовьте. Друзья, если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А также напишите пару теплых слов в комментариях. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться на канал Готовим дома, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся. Скоро увидимся!